Привет, привет! Меня зовут Максим. И это мой подкаст для тех, кто изучает русский язык. И сегодня я хочу поговорить о том, что очень часто удивляет иностранцев. Вопрос звучит так. Почему русские редко улыбаются? Если вы когда-нибудь были в России, а может быть встречали вживую русских людей за границей, не в России, имею в виду, вы могли заметить, что лица у людей серьезные, даже немного строгие. Никто не улыбается просто так. Для иностранцев это выглядит, мягко говоря, необычно. И многие думают, ого, наверное, русские злые или всегда грустные. Но это не так. Давайте разберемся. Откуда же пошла эта особенность и что она значит? В западных странах, например, в США, улыбка – это часть вежливости. Это как здороваться. Ты заходишь в магазин, и кассир улыбается тебе. Ты проходишь мимо незнакомого человека, он улыбается. Даже если у человека плохое настроение, он все равно улыбнется, потому что так принято. А в России все наоборот. Здесь улыбка – это невежливость. Это знак искренних эмоций. Если человек улыбается, значит, он действительно рад, или он тебя очень уважает, или у него действительно хорошее настроение. Но улыбаться просто так, чтобы казаться дружелюбным, это для русских выглядит странно. Какая же может быть причина? Я лично думаю, что одна из причин – это климат. Россия – страна суровая. Долгая зима, холод, и тут как-то не до постоянных улыбок. Люди привыкли быть серьезными и экономить энергию на действительно важные вещи. Даже в русском языке есть полезная пословица, очень популярная пословица. Смех без причины – признак дурачины. Вот так вот. То есть, если ты улыбаешься просто так, без повода, значит, с тобой что-то не так. Вот так вот. Теперь давайте посмотрим на повседневную жизнь. Улыбка для русских – это знак доверия. Улыбаться можно другу, близкому человеку, ребенку. Но не кассиру же в магазине или незнакомцу в автобусе. Поэтому в транспорте лица у всех серьезные. В очереди в магазине тоже. Но стоит вам попасть на русскую кухню вечером, когда собираются друзья, и вы увидите совершенно другую картину. Смех, радость, веселые истории, настоящие эмоции, настоящие. Просто это все показывается для своих. Вот так вот. И давайте сравним. В Америке человек заходит в магазин или в общественный транспорт и улыбается водителю.
Водитель улыбается в ответ. Все довольны. В России, если вы зайдете и начнете широко улыбаться всем подряд, на вас посмотрят с подозрением. Подумать могут что угодно. Может, он не в себе? Может, он что-то скрывает? Что ему от меня надо? А может, он иностранец? Да, это очень забавно. Та же улыбка воспринимается совершенно по-разному в разных культурах. И есть даже шутка. Почему русские не улыбаются? Потому что зима длится 8 месяцев в году. И в этом, конечно, есть доля правды. А вот иностранцы часто рассказывают истории, как они впервые приехали в Россию и подумали: ого, тут все такие холодные и мрачные. А потом узнают русских поближе и понимают, на самом деле это очень теплые и гостеприимные люди. Просто улыбка у нас не на поверхности. Ее, улыбку, нужно заслужить. И надо сказать, что ситуация потихоньку меняется. Молодежь сейчас больше улыбается. Соцсети, селфи, эмодзи – все это сделало улыбку частью нового поколения. Но в реальной жизни все равно остается разница. Да, в магазине кассир вряд ли будет улыбаться каждому покупателю. И это не потому, что он злой, а потому что у русских другая культурная логика. Улыбка – это не дежурный знак, а выражение настоящего отношения. Итак, подведем итог. Русские действительно улыбаются реже, чем американцы или европейцы, чем западные страны. Но зато чаще, по-настоящему. Если русский человек вам улыбнулся, это искренне. В этот момент вы действительно для него важны. Я бы сказал, что улыбка русского человека – это как такой, маленький подарок. Редкий, но очень ценный. И если вы получили такую улыбку, если вы получили такой подарок, считайте, что вы стали частью доверия этого человека. А что вы думаете? Вы замечали разницу в том, как люди улыбаются в разных странах? Поделитесь, что вы думаете. Поделитесь тем, что вы думаете, в комментариях. Чао-чао, пока-пока.